Представители знака зодиака Скорпион. Скорпионы, мои дорогие, здравствуйте. Таро расклад. Октябрь 2024 года. События на пороге. События с первых дней месяца. И три главных события. Давайте узнаем. У нас сегодня две колоды карт. Одна колода добра. И она призывает нас всех быть милосерднее, добрее к собственной душе, самих себя не загонять. И прорисовала эти замечательные карты известная таролог, психолог Улит Барон Рид. И поэтому давайте посмотрим, что же они подскажут, какие энергии будут на октябрь, по крайней мере, на самое начало. Вторая колода карт, которая прорисована в классических традициях Таро. И я приглашаю вас, кому интересно, более поподробно узнать об этих транзитах осенних в целом, не только на октябрь, как и на свой сайт, так и посмотреть о транзитах другие видео. У нас и Лилит, черная луна, находится в весах. У нас есть еще и те события, которые, как энергетика, Сатурн в рыбах. Это будет продолжаться до середины ноября, но фактически эти энергии могут ощущаться нами до конца года. Поэтому, как и большая ретроградность, нам вернет некоторые вопросы из прошлого. Мы с чем-то должны будем определиться. Так и организовать, наверное, свою жизнь в каком-то новом ключе. Вот этот момент, он может проиграться. Но мы идем вперед, и первая карта «Что придет?». Каковы энергии, может быть? С чем вы столкнетесь? А что уйдет? Это может быть любой вопрос или дело, которое вы сумеете завершить за октябрь. Что-то как к знаменателю подвести. Что будет продолжаться? Чем не соблазняться? На что, наоборот, соглашаться? И чего опасаться? Какие энергии? Смотрим, безусловно, именно энергии. И на колоде Таро три главных события. Достанем три карты. Первое событие или энергии. Сферы жизни. Второе. С чем это может быть связано? Что же придет, мои дорогие скорпионы? Любовь. Прекрасный старший аркан. И в этой колоде карт не совсем обычное значение нам и о любви говорят, и о том, что сепарация – это только иллюзия. Есть то, что существует как, с одной стороны, причина и следствие, с другой стороны, то, что мы видим или нам демонстрируется как внешний фактор, на самом деле имеют какие-то глубокие корни. Поэтому в принципе, не время конфронтации. У вас достаточно сильная позиция, к примеру, конкретно разобраться в личной жизни. Или, причем спокойно. Иногда так и бывает, что то, что мы видим в нашем партнере, где-то как олицетворение нас самих. Поэтому не время конфронтации, что придет. Если мы спросили, мы как раз можем со всеми договориться, когда выпадает эта карта. И не время как бы тому, чтобы, знаете, затягивать, допустим, какой-то конфликт. Или какую-то неразбериху искусственно затягивать. К примеру, в надежде, что как-то само все образуется. Наверное, быть честным с самим собой. И плюс, безусловно, интуиция. Вы люди интуитивные. Поэтому нас призывают в целом видеть вещи цельными. И где-то слушать самих себя. И ориентироваться на то, что же есть в нашей реальности. Что же закончится, что уйдет? Король воздуха. У кого-то это могли быть заботы или какие-то хлопоты по части конкретно документов, оформление каких-либо в инстанции, может быть пересмотр как и контрактов. У кого-то может быть, и это даже планетарно, в течение осеннего периода мы можем брачные контракты пересматривать по работе, что-то добавлять для самих себя, больше со знаком плюс, какие-то вносить коррективы. По королю воздуха могли быть вопросы, к примеру, у кого-то связанных даже с лечением. Очень много составляющих под картой король воздуха. И тогда, может быть, курс лечения закончится, и вы почувствуете себя лучше. Уже есть какая-то
конкретика, когда вы действительно что-то можете завершить и словно отпустить и больше к какому-то делу не возвращаться. Это власть разума, интеллекта или какие-то правила, законы, у кого-то могли быть вопросы, связанные с судом, и значит уже в октябре мы можем надеяться на то, что мы уже как будто видим, в каком направлении будут развиваться или чем закончится то или иное заседание или какое-то решение суда. Может быть, для кого-то из вас и конкретно уже ясность наступит. Поэтому вот все высокие инстанции, конечно, по этой карте иногда проходят и люди в погонах, но немножко не в этой колоде, но это карта холодного рационализма и логики. И, видимо, больше эмпатии, мои дорогие, и меньше какой-то жесткости. Жесткости по отношению к самим себе в первую очередь. Но если мы за период октября как раз в плане документов или каких-то решений, которые именно через учреждения происходят или через высоких чиновников, мы можем здесь согласовать. Что же будет продолжаться, королева Земли? Проходят как и наши близкие, так и все вопросы, которые связаны с благополучием, может быть, финансовые вопросы. И если мы говорили про организацию, это как раз организация собственной жизни. Вот это будет продолжаться в зависимости от того, к примеру, какие документы или какие результаты у вас будут получены, от того, как вы сумеете с кем-либо примириться, договориться, провести какую-то, ну, может быть, нейтральную линию даже в тех вопросах, к примеру, когда вы знаете, да, хочу я или нет, а мне придется с этим человеком общаться. Поэтому худой мир лучше доброй ссоры, или вот этот нейтралитет, он нам всегда дает большое преимущество начать какой-то разговор. И если вдруг данность так складывается, что нам нужно с конкретной персоной поговорить, тогда мы не чувствуем вот той неловкости, которая бывает после конфликта. Кто знает, мы ведь смотрим с вами на начало октября, а еще до конца осени, и вообще период ретроградности будет длиться, ну, если мы про Уран, который находится в знаке зодиака Телец, а это где-то королева Земли, как раз олицетворение вот этой силы знака зодиака Телец, когда в центре это благополучие наше собственное. Так вот, Уран, он выйдет из ретро-движения и останется в знаке Телец. Он выйдет аж 30 января 2025 года. То есть какая-то история, она может идти с растяжкой. А может быть, для кого-то из вас это только как начало какого-то процесса, я это тоже не могу исключить. Но в конечном итоге нам как будто говорят, чем бы вы ни занимались, у вас точно, мои дорогие, есть возможность договориться или достичь какого-то диалога, пусть какого-то равновесия, мирного соглашения или Соломонова решения, все же будет продолжаться тот вопрос, который касается конкретно вашего благополучия. И здесь поэтому вот четко нам показали, что договариваться – да, конфронтации – нет. Чем не соблазняться? Ну и вот как раз карта паж воздуха – это когда мы хотим отстоять свою точку зрения. И может быть, мы все вообще разные. И люди не должны думать, не обязаны думать так, как мы думаем. Может быть, избавиться от желания все контролировать. И где-то король воздуха с пажом воздуха тоже об этом говорят. Предоставить какой-то ситуации, если оно так идет, но значит и идет. Поставить свои какие-то приоритеты и действовать только в отношении того, что действительно для вас жизненно важно. Все же королева Земли. На кону могут стоять какие-то вопросы по части недвижимости, или мы говорим, если даже по деньгам. Это четкие цели, это практичность, это честность. Честность в первую очередь самим собой. А по пажу воздуха все же вот эти жесткие энергии, и они у нас в позиции, чем не соблазняться, вот такими, ну, какой-то холодностью своих суждений, или, может быть, ну, как маска своеобразная, что ты со мной все равно никогда не договоришься. Вот кто знает, не закрывайте, мои дорогие скорпионы, какую-то возможность, в принципе, к диалогу. Вот 4 карты нам отчетливо об этом говорят. На что соглашаться? Королева воздуха. Посмотрите, поменяйте энергетику. Король воздуха, я обрисовала, что это может означать. А по королеве воздуха тут идет немножко другая
позиция – это сильная самооценка, мудрое решение, организация собственной жизни и независимость. Но эта независимость не показная. Мы никому, опять же, ничего не доказываем. Но, может быть, и не быть втянутым в какой-то лишний конфликт. Нам об этом тоже говорят. Поэтому как будто вот эти энергии холодные, тем не менее, они остаются. Но если король воздуха, это более такой непримиримый человек или персонаж, который сложно с ним установить какую-то дипломатию в принципе, то как раз по королеве воздуха она как раз и направляет своей силой, если мы говорим независимость, к тому, чтобы обойти острые углы, собой не рисковать. И, безусловно, молчание. Вот если мы спросили, на что соглашаться, мы никому не обнародуем наши планы. Некоторая смена энергетики, пусть незначительная, но она как будто необходима. Чего опасаться? Вот конкретно карты говорят правосудие. Поэтому какой-то конфликт не затягиваем. С другой стороны, вы знаете, вот такие энергии тоже не в тему будут, когда вы можете, может быть, изгоряча сказать: я с тобой разберусь в суде, или я там до тебя доберусь. Вот нет, это точно не плюс можно получить, и всегда по правосудию это причина и следствие. Как аукнется, так и откликнется. И здесь так, если мы, где-то нарушаем закон или не сумели договориться, кто знает, у кого-то это может проиграться, как человек обозлился. А зачем лишние недруги? А с другой стороны, это может быть и на сегодняшний день тоже лучше договориться и какой-то вопрос не затягивать до глубокой конфронтации, а словно нивелировать. Или вот этот самый нейтралитет. Или какой-то, если мы про суды говорим. Может быть, есть конкретное дело. Вот, кстати, с учетом уже всех карт. И король воздуха же у вас выпадает, что уйдет. То есть, что у вас получится осуществить в октябре. То некоторые суды, мои дорогие скорпионы, вы можете быстрее и для вас надежнее решить медиаторством. Давайте посмотрим первое главное событие. Да, есть какое-то разочарование. Но это не новое разочарование. Это прежняя история по израненному сердцу, но сегодня это уже не израненное сердце. Мы несколько можем закрываться, вы, мои дорогие, от того, чтобы общаться с конкретным человеком. А может быть, есть как раз те темы, когда вам необходимо это проговорить откровенно и сделать это в спокойной форме. Может ситуация какая-то так сложится, когда возвращается именно тот человек, который нам доставил какие-то неприятные эмоции, или обстоятельства могут нас столкнуть. О чем еще нам говорит эта карта? Где-то без эмоций мы должны реагировать на то, что нам не нравится, и не повторить какой-то прежний минусовый опыт, это точно. Чем дело кончится? У вас карта мага. Всегда говорю, это карта скорпионов. Поэтому у вас все стихии в руках. И ведь маг – это холодная энергия. Это, к слову, о короле воздуха, который словно энергетически переходит в королеву воздуха. Но, видимо, некоторые вопросы нужно решать рационально. Для мага нет ничего невозможного. Будьте, в принципе, внимательны к собственным мыслям. Мысль материальна. Квантовая физика это доказала. И не наколдуйте себе того, что вы где-то, может быть, прочувствовали за последний период времени. Или, как мы говорим, то, что меня достало, да, вот то, что вас уже действительно измотало, достало, то, что вам не нравится. Не стоит это 24 часа в сутки обдумывать или замышлять, что я буду до последнего отстаивать какую-то свою точку зрения. Вот я не вижу то, что мы продолжаем какой-то конфликт. И у вас серьезные арканы как раз, которые говорят: лучше выйди оттуда. И ты больше для себя возможностей каких-то у тебя будет. И я должна сказать, ведь карта мага выпадает на тройку мечей. Мои дорогие скорпионы, вы можете договориться даже с теми, которые несговорчивые. У мага нет ничего невозможного. Вы можете нивелировать любой конфликт, любую, даже дурацкую какую-то ситуацию. И причем маг, по нему невозможно прочитать, что же он думает. Поэтому где-то невозмутимое спокойствие – это ваше все. Чем же сердце успокоится? Давайте достанем еще одну карту. Ваше какое-то решение. Вот такие магические способности буквально.
и от вашей решимости, которая приходит по тому, как вы определитесь по тому или иному вопросу, будет зависеть какое-то и продолжение. Хорошо, но чем же завершится? Давайте мы посмотрим. Перед вами новые возможности откроются. Это правда. Полная смена энергетики. Вот эти возможности, да, это тоже где-то карта выбора. И выбор-то не один. Не из нуля в рогожечку, а что-то более вдохновляющее. Вместо тройки мечей. Не закрывайте перед собой дорогу в будущее. Вот именно в будущее для себя самих. Словно Скорпион может добавить себе каких-то проблем совершенно ненужных. Причем это сделать эмоционально. Давайте посмотрим, что же второе. Ну вот еще одна карта «Закрой в прошлое дверь». Видимо, для вас это очень важно, не оглядываться назад, мои дорогие скорпионы. Да, была как раз ситуация в прошлом. Вот как этот человек, тело, по сути дела, безжизненное, пронзенное 10 мечами, лежит. И нам показывают, что вполне было бы достаточно одного меча. Но кому-то показалось мало, и вонзили еще 9. То есть это правда очень сложные, тяжелые переживания. Но ничего не вернешь. Просто себя не мучить. Вторая карта, которая говорит о том, что, ну, может быть, с появлением какого-то человека или какой-то истории о себе может напомнить ситуация из прошлого. Но это для того, чтобы вы окончательно, может быть, что-то или кого-то вычеркнули, может быть, из своей жизни, то, что не может быть продолжено. А если необходимо, заключили, может быть, хотя бы временное, но перемирие, чтобы вот эти энергии вас не разрушали. Чем дело кончится, если вы, в конце концов, в чем-то ставите точку. Вот посмотрите, как здесь выпадает 7 кубков, да. Нет конкретики, но зато полно вариантов сразу, понимаете? Вы переключаете собственные энергии и колесо фортуны. Когда действительно нужно действовать быстро, может быть обстановка. Меня смотрят люди из разных стран. Когда тут некогда словно впадать в воспоминания, нужно действовать или воспользоваться каким-то моментом. И вот этот огонь, нам показан отец семейства, который следит за огнем. Так вот этот огонь, он не должен нас обжечь, но и не должен погаснуть. Это правда нейтралитет или какой-то, ну, как среднее арифметическое вам придется в течение октября, может быть, и в собственной душе уравновешивать вот эти энергии. Но это совершенно необходимо, потому что у вас как будто вас само пространство, Вселенная, мои дорогие, пытается переключить на что-то другое. Но если застрять или не принять какое-то такое, знаете, основополагающее решение с учетом туза жезлов, то мы рискуем словно скатиться в этот омут эмоций, и тогда ничего не меняется. А вам как будто нужно какую-то историю изменить, переломить. Чем сердце успокоится? У нас выпадает карта харизматичного лидера, но обратите внимание, действие, может быть, да, какое-то действие незначительное, а следом за ним может последовать, кстати, и пауза. Или эта карта говорит о том, что чем сердце успокоится, взвешенными решениями. Пусть лидер харизматичный, но ни на одной карте практически король жезлов не действует. Он командовать может, он может давать какие-то советы, но сам в чем-то участие он не принимает. Может быть, это вы как раз, у кого-то это может, тем не менее, это статусная карта, и это может говорить о том, что вы меняете, к примеру, работу. Или, может быть, как направление даже в деятельности. Меняете вообще свою жизнь. Но какая-то перезагрузка у вас может проходить в октябре. Что это может быть? И еще одна карта, которая говорит об окончании. Вот как раз 10 мечей. И 13-й старший аркан. Плутон, мои дорогие. Плутон, видимо, ну, вот все, что связано с Плутоном, у вас с Плутоном своя взаимосвязь. И если для кого-то это сделать сложно, для Скорпиона все равно, хоть и сложно, но поверьте, во 100 крат легче, чем кому-то другому. И для вас уникальная возможность изменить свою жизнь. У вас 2 старших аркана, как и колесо фортуны, так и буквально карта завершения. Финал.
Трансформация, по сути дела. Перестраивайте свою жизнь в октябре. Уходите от негативных мыслей. У вас сейчас сильная позиция. Иначе небезопасно, повторюсь, у вас карта мага. Вы можете себе где-то навредить. Или поспешностью, или настаивая на том, что не может быть продолжено. Или, может быть, где-то и угрожая. Все-таки нам ведь об этом тоже сказали. Может быть, какая-то персона вас достала уже запредельно, а тем не менее на кону вы сами. Пятерка жезлов как третье событие главное, и это не есть событие. Карта информационного хаоса, будет много фейков, или будет, знаете как, будут люди, к примеру, которые вам могут пообещать утром одно, а к вечеру он уже забыл или переключился на что-то другое. Могут быть и зрелые люди, но ведут себя как дети. Мои дорогие скорпионы, по этой карте мы не можем ни на кого положиться, потому что либо есть какой-то информационный сам по себе хаос, и люди каждый своим чем-то заняты, но есть еще и конкретно люди, которым до нас нет особо дела. Да, мы с ними продолжаем контактировать, но они как будто сами по себе. И у вас сильная, повторюсь, позиция, мои дорогие. Поэтому вам нельзя, как и время, упустить, может быть, скатиться словно или соскользнуть в какие-то минусовые эмоции, так и не время поддаваться на какие-то пустые уговоры или согласиться, правосудие у вас выпадает. Чего опасаться? На тот проект, который вы, возможно, подпишете. А через какое-то время ситуация поменяется, и вы можете остаться один на один с какой-то проблемой. Давайте узнаем, чем дело кончится, чем этот информационный хаос завершится. Все равно выбор какой-то есть. Что это еще? Что за выбор? Чем сердце успокоится? Выбор между новым путем, по сути дела, паж жезлов. И это уже наше решение, что я как иду в другом направлении. Это тоже решимость, но это первые действия. По этой карте идет также риск, авантюра. Поэтому будьте аккуратны, как и с авантюрами. Где-то карта правосудия. Что это еще может быть? Девятка мечей. Но это видеть реальность в первую очередь так. Хорошо. А карта совет давайте. Вот смотрите, вот интересно, противоположная энергия. У вас словно не просто выбор какой-то важный, а что-то очень существенное для вашей жизни. Две девятки, да? И, конечно, мы собой не рискуем. Но, видимо, энергии будут октября месяца настолько сильны в том, что, может быть, что-то решилось не по справедливости, мои дорогие, в отношении вас. И вас этот вопрос беспокоит, мучает. Но принять реальность, если мы это не можем изменить, мы не можем изменить закон, мы не можем перестроить мышление у человека, например. Или та ситуация, которая уже произошла. Но сколько ты себя не разрушай мыслями, а ты это уже тоже не изменишь. И как будто у вас две дороги, по которой вы пойдете. Либо где-то остаться вот в этом карта ночного кошмара, вот в таких энергиях. Либо пойти, девятка кубков. Это карта самодостаточного человека. Главное, есть возможности. И здесь ведь тоже у вас выпадает королева земли. Как будто вот это олицетворение самодостаточности, денежного благополучия, когда мы занимаемся какими-то своими вопросами или личной жизни, или работы. Но это все на преувеличение, на прогресс. То есть какие-то эмоции могут стать разрушительными. И какой-то вопрос, он все равно, мои дорогие, не решится. Поэтому, может быть, нам и говорят, отпускаю тебя, сразу будет меняться жизнь. Поэтому и карта как совет идет, что все, тут что-то завершилось. Нравится, не нравится. Тебе важно переключиться на другие энергии. Вот весь средний ряд нам как раз говорит где-то об этом. И ты словно перед выбором. Какую дорогу ты изберешь? Это, конечно, будет зависеть от вас, мои дорогие скорпионы. И, судя по этим картам, выбор очевиден. Перекладывайте на себя, мои дорогие скорпионы, и будьте счастливы, будьте любимы всегда.